Друзья мои, привет! Надеюсь, нам представляться уже не надо. Сегодня мы вместе с вами проведем полевые испытания вот этой чудо-машины универсального гриля Weber. Готовить будем сразу несколько блюд и раскроем все возможности, начиная от стейков и заканчивая изысканным соусом. И пловом. И пловом, и уткой, и еще кое-чем. И вообще. И это будет секрет. Да, и вообще. До этого была вот такая штука. Но это нормальный, тоже веберовский честный гриль, в который ты засыпаешь уголь, можешь регулировать подачу воздуха, можешь подкапчивать, можешь жарить. Но это нечто совсем другое. Он газовый. Я, честно вам скажу, всегда испытывал некое недоверие к газовым грилям, особенно если есть выбор. Вот мы и посмотрим, насколько это хорошо. Вот, честно говоря, он мне больше напоминает орган церковный. Хорошая ассоциация, мне да. нравится. Значит, Инат, как человек более пытливый и молодой, уже с ним разобралась. Инструкция довольно толстая книжка, и мы взяли оттуда почти все, но несколько упростили схему. Давайте посмотрим, как у нас получится. Сначала его надо как следует прогреть. Зажигай. Минут 15-20. Мустафа, да? зажигай. Подожди, Мустафа. Надо его вначале открыть. Зажигай. И зажигаем. Все комфорки. Все. Кнопочкой раз. Значит, прогреваем его до максимальной температуры. Это нужно, во-первых, для того, чтобы у нас была максимальная температура. А во-вторых, это гениальный способ его очистки. Вот самое противное, что есть в грилях, это скоблить эту решетку после готовки. Здесь этого делать не надо, потому что вот ты его прожигаешь, все это прогорает, она остается девственно чистая, зола ссыпается в маленький контейнер, который ты потом выбрасываешь. Делать на нем можно абсолютно все. Дичь разных размеров, баранью ногу, можно жарить, можно коптить, стейки, колбаски, овощи. Да, там даже есть такое гнездо для казана. Поэтому мы сегодня в финале еще попробуем там сделать плов. Впервые. Интересно. Стейки наши тут уже нагрелись, да, верно? До солнца. Стали комнатной температуры. Мясо для стейков, конечно, должно быть комнатной температуры, поэтому желательно вынимать его из холодильника часа за 2 до момента приготовления. Можно смазать его маслом, конечно, заранее и перцем, грубо солью. Грубо. И не менее грубо перцем. Лишняя соль потом с них, разумеется, слетит сама, и на мясе останется приятное послевкусие. Заметьте, господа, никаких специй, кроме черного перца, потому что, мне кажется, мясо, оно обладает своим собственным вкусом, и не надо его перекрывать всякими изысками гастрономическими. А я люблю сверху класть веточку розмарина. Но я вообще люблю всякую хвою в еде. Дьявол, он же в деталях. Ангел в деталях. Я боюсь, что ангел совершенно в другом месте. Вот так. Вот что называется тимбилдинг. Командная работа. Теперь смотри, здесь есть разные уровни горения, так? Поскольку мы с тобой любим, чтобы мясо снаружи было с корочкой, а внутри практически сырое, то есть rare, то мы используем максимальный огонь и очень недолго держать. Если бы, скажем, это был филе миньон вот такой толщины, мы бы через 3 минуты прикрутили огонь и подвинули вот на этой решетке туда подальше их, в бок, понимаешь, да? Я отлично понимаю. Супер. Ну что, поехали? Так, давай, бараньи купаты и стейки одновременно. Да. Давай. Понеслась. Понеслась. Раз, 2. Как ты думаешь, сколько времени на одной я стороне? думаю, что 1,5 минуты вот так. Время пошло. Засекаем. Засек. А внутри какая-то химия происходит. Ты видишь, что-то там я слышу, там что-то горит, взрывается, такое, да? Дым повалил. Страшно находиться рядом. А мне нравится. Ну, в хорошем смысле слова да. страшно. Запах очень обнадеживает. Который час? Важно не передержать. Вот минута прошла. Минута. Но еще немного, да? Ну, наверное, я верю тебе.
масло, которым мы смазали стейки, оно даст вот эту корочку. Оно сейчас немного, конечно, подгорает. Ну, давай. Можно, Смотри, давай. у нас есть, да? Да. Щипцы. О, да. Вот такое безумие Купатки у нас тоже. происходит. Все переворачиваю, да? Ага, Ой, потому видишь? что они отрывят. Да, потому что... Ну, потому что они с иголочками. Так, Закрывай. Знаешь что, я бы вот центральный все-таки пригасила. правильно. Немножко. А то там корочка такая уже Вот получилась. эта центральная конфорочка, Да. несмотря на то, что у нее самая маленькая ручка, Самый она большой, самая да. сильная. Мы ее используем, когда будем делать плов. Посмотрим, как она казан разогреет. Да. Вот это то, чему меня научила Инат. Я сразу брал с решетки стейк, шваркал в тарелку, жрал, обжигаясь, и был счастлив. Оказывается, стейк должен дойти в фольге. Вот он готов. Его надо завернуть в фольгу и подержать буквально 2-3 минуты там. Но на самом деле держать его можно в теплой духовке, его можно держать в любом пространстве, где температура Меньше плюс-минус гораздо. Или все 80-100 все градусов. выключить, например. Все равно да, будет и высокая. ну, открыть крышку, температура. например. Ну или так, да. При этом, конечно, стейк должен отдыхать минут 10, я бы сказала. Ну, 2 кто минуты ж- это когда очень хочется есть. Тоже ему позволит. Давай снимать. Давай. Открывай. Смотрите, какая корочка. Просто идеальная совершенно. Стейки я заворачиваю. А этот вообще выключен. И они будут отдыхать, я надеюсь, 5-10 минут, пока мы будем разбираться с купатами. Это сделает их только лучше. Мясо станет мягче, нежнее, соки в нем прекратят бурлить, примут позу смирения со своей участью. Все, это у нас готово, это можно забрать и убрать К столу. к столу. А, Так, и тарелка для купаты. имейте в виду, тарелки для купата принесу. Следующая у нас утка. Утка. Или мы сначала поедим, как люди? Может, поедим Как хотя бы? люди. Саша, со вчера не ела, Ну, правильно, неудобно. это неудобно, А голодаю, упаду здесь в Вот. обморок голодный. Тарелочка для купата. Давай, тарелка для купатов. Давай. Вот они у нас полопались, и я объясню почему. Потому что я идиот. Забыл их проткнуть иголочкой. Хорошо, когда не я виновата, редкий случай. Они протыкаются иголочкой для того, чтобы жир из них спокойно выходил. Да. А мы не проткнули, и Вы просто волновались. жир их разорвал. Я думаю, они стали только лучше от этого. Мне тоже так кажется. Вулканическая у них Да, активность ну что, проявилась. нормально. Так, Супер. чего, выключаем? Я думаю, Подожди. что, по-моему, Нет, сначала выключать баллон. не нет? надо, я бы оставила для так утки. пока, Ну, пусть конечно, греется, да? Окей. Пускай он себе... Окей. Ну, пойдем. А ты выключил некоторые, да? Да. Это. Да, потом включим. Хорошо. Поедим, как люди. Давай. А какие соусы мы хотим? Лучший соус – это красное вино. Подожди, как ты ешь? Как вы относитесь к пенеде с 2008 года? 2008 года. Подойдет, сыр? Да. Будете пробовать? Не, ну давайте. Хочу заметить, господа, что все, что вы сейчас видели, происходило в реальном времени. Мы не сделали ни одной паузы. Вот столько времени это действительно заняло. Угощай меня стейком скорее. Купата Давай. чудесная. Хочешь купатку? Купатку? Да. Купатку хочу. Вот тебе купаточка. Оп. Опа. Вот наши стейки обнаженные. Давай. Обнаженные стейки. Оп. Сок. И вот это вот самое вкусное потом клади. Нежнейшая вещь. Значит, надо по минуте держать вообще. Да, они тоненькие такие. Мне казалось, они толще. В общем, есть какое-то некое правило о том, что держатся стейки по минуте на сантиметр. Мне это кажется излишним. С моей точки зрения, они передерживаются. Ну, У тебя еще толще. да, мне кажется, что минута это даже много. То есть для того, чтобы получить medium rare, надо держать их еще Нет, меньше. мне нравится. Стейки получились отличные. Medium Потрясающе. rare. Все как мы хотели. Итак, господа, мы наедине с грилем Weber и усложняем задачу. И этой уточкой. Уточка красивая, маленькая. Сейчас мы ее натрем. И надо делать массаж. Соляной массаж. Уткам всегда надо делать массаж. Они от этого добреют. Давай. Кря.
Ну все, хватит. Будет очень солёное. Спиночку давай, не будет соленая. Она вся впитает. Вот сейчас мы, прокалив гриль, погасили часть конфорок и снизили температуру до 250 градусов. И утку мы положим не на огонь, а рядом. Чуть-чуть сбоку, да. Да, в район, где выключены конфорки. Но вот что главное. Я хочу, чтобы она чуть-чуть подкоптилась. Для этого я взял фольгу. Завернул туда опилки ольховые и грушевые. Вот в такие штучки. Делаем в них дырочки. И кладем на решетку вместе с уткой. Дырочки при этом должны быть довольно крупные. Ну да, но... Так, чтобы опилки не сгорали. Это все опытным путем, но чтобы они не воспламенились при этом. Теперь смотри, есть в телефоне приложение специально для этого гриля. Открываем его. Он подключается к Wi-Fi. И здесь есть огромное количество рецептов, категорий, каталогов. Можем выбрать программу, с которой мы будем готовить. Здесь есть перечень мяса. Например, мы выбираем птица. Среди птиц у нас есть и курица, и грудинка, и индюшка. Выбираем... Птица-грудинка, это хорошо. Грудинка, я имела в виду, я просто читаю turkey breast. Осенью охочусь на болотную грудинку. Ну, грудинка птицы, грудка птицы, не знаю, как хотите называть. У нас есть утка целая, смотри, это ровно то, что нам нужно. Фотография утки, как она должна выглядеть, мы в конце Наконец-то я ее увидел. Мы в конце сравним, что у нас получилось. Вес, температура, как готовить. Нажимаем «Начало приготовления». И здесь нам дают подсказки, как включать гриль, какой температуры, как подготовить утку, как ее промокнуть, что ей обрезать, как ее надрезать и так далее. Обрезать можно это изучить. Мы понимаем. Это по-нашему. В Израиле нахватались. Вот. Теперь нам нужно воткнуть щуп в утку, провести его через специальную Давай я сначала ее дырочку. положу. Давай, клади. А грудкой вначале вверх или вниз? Вверх. Верно. Потому что это красиво. Так, потому что это красиво. Вонзай в грудь. Теперь вот здесь у нас есть специальное отверстие для щупа. И в самое толстое место мы его втыкаем. Вот так. Все. И закрываем. А в телефоне нажимаем «Начало программы». Все, начало. И время пошло. И он нам будет издавать какие-то звуки. С другой стороны, ты понимаешь, что я боюсь? Так. Вот коптильные опилочки при этой температуре могут и не... Ну, мы посмотрим. А мы посмотрим. А мы проверим. А мы проверим. Как они себя поведут. По чуть-чуть? Да. Пойдем. Тебя, как высокопрофессионального кулинара, не оскорбляет вот такая подробность? То есть сейчас с тобой эта инструкция общается как с новичком. Нет, не оскорбляет, я просто ее не читаю. Понятно. Но некоторые ведь, кто впервые, например, готовит утку, не повредит, читает, соглашусь. Я тебе более того скажу, что я вообще инструкции не читаю. Даже к грилю мы вначале его включили, а потом открыли инструкции. Мне нравится такой метод исследователя. Какого-то такого, да, чувствуешь себя первоиспытателем. Сначала ракета взлетела в космос, а потом страница 1. Так и есть, так и есть. Вот смотри, давай я прочту тебе, послание, чем хорош этот гриль. Давай. Так, как производитель его позиционирует. Давай. А ты будешь переводить для широких масс и Поехали. Общественности. Давай, здесь есть несколько слов, которых я значения сама не знаю. Погнали. Поэтому будем угадывать. Почему газовый гриль Weber? Потому что у него идеальная гриль-система. Так, это не нуждается в переводе. Ну, как тебе сказать? Что это значит, отвечает производитель на свой же вопрос. Аромат шашлыка образуется не от угля, они совсем ничем не пахнут, а от соков и жира, которые капают на раскаленную поверхность. Этот дым и есть тот самый запах. Это правда. Тот самый вкус. Да, соглашусь. В газовом гриле роль угля выполняют вот эти запатентованные пластины, флейворайзеры. Флейвор что? Флейворайзеры. Это вот под таким углом согнутые стальные пластины, которые прикрывают непосредственно горелку с огнем. Поэтому капли жира не падают на огонь, они падают на раскаленный металл и дают этот аромат. Это правда. Запомните, флейворайзеры. Так, дальше. Поэтому мясо, жареное на газовом гриле Weber, не отличить от жареного на углях. Только все гораздо проще. Вместо розжига углей просто нажал кнопку поджига и жарь себе хоть под дождем. Это верно. В принципе, он это да, это, кстати, да.
Конечно же, не может быть никакого запаха газа. Американцы не дураки, Weber Genesis выпускается с 1985 года. Wink-wink. Но можно же не только жарить, но еще и запечь, закоптить, например, баранью ногу целиком. Я думаю, что можно даже мою. Гриль огромный, я довольно небольшая, компактная. Сделать плов в казане. Это у нас в планах. Он же примеривается, да? Я себя буду плохо вести, окажусь здесь. Или даже испечь пирог. Да. Это я люблю, пирог. Это в следующий Завтра раз. буду весь день печь пироги. Вы скажете, что удовольствие не дешевое. Увы. Справедливо, но вот конкретно на этот гриль гарантия качества 10 лет. На все без исключений. На ручки, колеса, на все. Поэтому стоимость можно смело разделить на 10 лет использования. Ну что же, проверим через 10 лет. Вот и узнаем. Мы прощаемся с вами на 10 лет, друзья. Шутка. Мы будем проверять его постоянно. Надо засечь время для утки. Я засек. Она полегче, чем... Подожди, у тебя же в твоей машине там все должно быть засечено, в этой. Да, верно, только она меньше, чем 2 килограмма. Поскольку утка у нас прочно ассоциируется с яблоками, я достал Антоновку. Я смешал сахарный песок и корицу. И мы положим их туда же, на решетку, чуть-чуть позже, потому что все-таки яблоко готовится быстрее, чем утка, как мне кажется. Так, Хорошо, это что? Мне нужно освободить место для соуса. Да. Это вот здесь. Да, да, тут интересная, кстати, штука. Здесь, щуп надо перевоткнуть в другую сторону. Здесь у нас еще комфорочка одна. Сейчас мы вам покажем. Вот Нет, это подожди, мы все Андрей, уберем. извини. Подожди, уберем все отсюда. Вот это мы уберем. Раз. А здесь открывается вот такая штука. Оба. Это невероятно удобно, потому что, как правило, что-то готовится здесь, не нужно бежать на кухню, можно прямо здесь готовить соус. Еще это, конечно, отличное время для поговорить, обсудить. Здесь у меня есть бульон. Я, будучи рачительной хозяйкой... Это правда, у нас весь холодильник в бульоне, в коробочках. Бульон всегда готовлю заранее. И потом очень удобно. Я фасую в маленькие судочки, и можно достать один из морозилки. Бульон прекрасно замораживается. Главное не перепутать мясной с рыбным. Мясной с молочным. Да, но они пахнут по-разному. А при этом бульон нужно варить, конечно же, из костей. Кости эти нужно варить часов 12. И такой вываренный, экстра-гипер-перенасыщенный бульон называется фюме. И, в общем-то, является концентратом. Его необходимо потом разводить водой. Но это очень удобно, потому что объем его сокращается по сравнению с обычным бульоном. Место он занимает меньше, а вкус его ярче. Хозяйки на заметку. Поэтому сейчас мы растопим наш бульон, а я тем временем принесу мешалочку. Мешалочку от слова «мешать». Вот наша клюква. Я, конечно, когда думала о том, какой соус приготовить, слушай, какая крупная, пыталась найти универсальный какой-то, чтобы и для утки, и для стейков, какой-то такой... Стейки мы уже сожрали, поздно. Да, потом будет монтаж. Да, от плова он не нужен. То есть уносить? Нет, не надо. Для уточки, пожалуйста, густой пряный соус. Обожаю клюкву и клюквенные соусы. В нем будет небольшой секрет, неочевидный, секретный, тайный ингредиент, который мы добавим в конце, а пока что будем действовать стандартно. У нас есть бульон, у нас есть клюква. Мы должны все немножечко пропарить, распарить, одно в другом. У нас также есть там вот эту тарелочку, подай, пожалуйста. Розмарин? Набор пряностей. Давай всю тарелку. Розмарин. Здесь у нас розмарин, тимьян, английский перец, немного гвоздики, чили. Но чили я сюда положила для красоты, конечно. Клюква у нас была, конечно, замороженная, но... Ну, аж мужику отдашь. Я на наковальню ее снесу сейчас. А? Ну, давай. Будет она между двух... Вот она у меня сейчас попляшет. Жернов. Если ее подогреть, то процесс пойдет намного легче. А мы не искали легких путей. Запах пошел. Хорошо. Смотри, цвет какой. очень красивый. Сок. Очень люблю такой цвет. Вот ты почему такое платье надела. Конечно. Чтобы пятен не было видно. Я понимаю. Это пэринг называется. Пэринг? Пэринг.
Я люблю подбирать одежду к цвету еды. Под соус. В этом есть какая-то тайная, скрытая эстетика. Причем, как правило, замечаешь ее исключительно ты сам. И это самое приятное. Все, отлично. Всё. Хватит, пойдем. Да, давай. Берем, несем назад. Смотри, как красиво. Да, по цвету чума. Умереть. И сюда мы доливаем наш бульон. В общем, количество можно регулировать. Нам много соуса ведь не нужно, Нет, верно? утка маленькая. Утка у нас От силы на двоих. небольшая. Раз. Можно, конечно, добавить в него крахмал. Это то, что делают обычно, Да, в дешевых как ресторанах. правило. Не только в дешевых, в китайских, например. Ну да. Кукурузный крахмал используется во всех соусах и супах, и именно он дает им вот такую консистенцию. А я, например, иногда люблю использовать агар-агар натуральный, который, мне кажется, прям замечательно подходит для загущивания соусов. Прям туда насыпать? Да, в отличие от желатина, у него другая температура стабилизации, и даже при комнатной температуре он тебе даст вот эту вязкость. Слушай, какие-то слова А знаешь. желатин Стабилизацию. Понимаешь, я просто в школе училась, у меня даже по химии было, хотела сказать, твердая пятерка, но не твердая, колеблющаяся. Так, и сюда же мы добавляем наш розмарин. Можно прям целиком веточкой. Перец. И тимьян. Тимьян – одна из моих любимых пряностей. И мы добавляем перец, мини-чили. Даем ему хорошенечко настояться. И клюкву продолжаем как-то раздавливать, потому что чем лучше мы ее подавим, тем более насыщенным у нас будет соус. И для пекинской утки соус. Для пекинской утки. Нашла я его в Москве в индийском магазине. И он очень-очень хороший. Мне страшно нравится. Сейчас мы им смажем нашу утку, и это даст ей некую глазировку, что ли. Некоторую китайскость. А то она бледная какая-то. Я бы сказал, некоторую загадку. Клюква нагрелась, немножечко проварилась, давиться стало намного лучше. Да, да. Поэтому говорила, что надо подождать, не надо прям Нет. экстра усилия. Торопиться не надо. Торопиться не надо. Отказываться нельзя. Вот у нас есть наша заготовка для соуса. Самое простое, банальное сито. В общем, есть люди, которые этого не делают. Но мне кажется, что лишнее усилие длиной в 3 минуты значительно. А ты знаешь, я понимаю людей, которые это не делают, потому что какая-то натуральность есть в этих вот шкурочках. Хочешь попробовать? Это будет совершенно невкусно. Ты бы первый ругался и спросил, почему же шкурки не были отделены. Как вы меня плохо знаете. Смотри, там какая хорошая густая масса. А туда одна жидкость проливается, нет? Друг мой, чувствуется, что вырос ты в стране советов. Пойду в следующий раз готовить этот соус на Красную площадь. Почему? И будет еще больше советов. А, в этом смысле? В этом, конечно. Смотри, все самое хорошее, вот посмотри. Вижу. И его немного. Его ровно столько, сколько нужно. Сахар, конечно, по вкусу. Я предпочитаю коричневый сахар. Демерера отлично идет. Любой не белый. И, в общем, придется нам его добавить так довольно щедро. И бальзамик густой. Бальзамик густой, глейз. Можно и не густой, блюдо. И все это мы перемешиваем. И еще немного нагреваем. И мое тайное ноу-хау. Секретный ингредиент. Где Пятый элемент. Вот он. Где же он? Пятый элемент. О! Пятый элемент. Мультипаспорт. Шоколад. Горький. Горький черный шоколад. Добавлять его следует немного. Он не должен угадываться. Нет идеи приготовить шоколадный соус. Но есть идея дать некое такое легкое, чтобы возникал у человека вопрос, что же еще, что за херня такая, да, вот это вот? Да, любовь моя. То есть клюква понятно, но вот что-то еще неуловимое. Поэтому сделаем вот так. Харе. Посмотрим, закрыли. Еще, например, хорошим экспериментом было бы добавить в соус не шоколад или не только шоколад, но и немного эспрессо. Или заваренного, фильтрованного после френч-пресса кофе. Растворимый не подойдет?
растворимый ни к чему не подойдет, кроме того, чтобы быть растворенным в раковине. Немного кофе тоже дадут прекрасную нотку. Кстати, эспрессо же очень интересно смазать стейк перед жаркой. Мы его смазывали сегодня маслом оливковым, Да. но можно сверху смазать его немного очень крепким эспрессо, даже лучше ристретто, самым крепким кофе. И он тоже даст такой едва уловимый тач. Ну что, я думаю, что Я раздавлен. готово. Ты говоришь, как будто ты не пробовал. Никогда в жизни. Конечно, я жарила стейки таким А я не образом. заметил. Пойду я отсюда. Ладно. Положи. А мы продолжим. Мне кажется, да. Мне кажется, да. Вот с уточки капает, видишь, жир, и дымочек такой чудесный идет. Посмотри, что она принесла. Смотри, в винном холодильнике у нас, как уже многие знают, есть несколько тематических полок. Я распределила все вина по географической принадлежности и окну питья. Есть моя любимая полка, которая называется What the fuck. Именно на ней я нашла эту бутылку. Там по-русски написано «Хуй его знает». И я думаю, раз сегодня у нас день эксперимента, то почему бы нам не оценить Каберне Франc. российского производителя? Попробуем. Правда? 10-й Выглядит год. очень красиво. Да. 16-й. 16-й год. 16-й. Каберне Франc. Да. Ой. Что вам сказать, господа операторы? А это вся твоя тарелка. Поснимать поснимали. Возьмите тарелочку, позовите Николая Николаевича и перекусим с молитвкой. Я обожаю этот момент в ресторанах. Более идиотской ситуации сложно себе представить. Оно очень неплохое. Оно несколько необычное и очень неплохое. Я начинаю гордиться нашими производителями. Господи, Андрей Макаревич гордится производителями России. Внесите это в Душа записки. моя. Оп. Оп. Отлично. Яблочко, яблочко. Давай свою тарелку. Так, а вот Соус. мне яблочко. Старик Вебер опять не подкачал. Хороша утка. Я единственная, кто еще не успел, Давай да, попробуем. попробовать? Я тоже еще не успел. Да. Ну, давайте. Я вот так. Там ты так. утка. А ты на работе. А я на работе. Испытание номер 3. Мне хочется убедиться, что теоретически одна вот эта чудо-машина может заменить вот это строение, с которым вы, в общем, знакомы по прошлым передачам. А там мангал, коптильня, печка для запекания, тандыр. Бочка с пивом. Бочки с пивом здесь нет. Сейчас мы прожигаем, после нашей уточки, прожигаем решетку, чтобы сгорело все, что там было. Мы попробуем сделать плов. Я вот вытащил, видите, вот кружок стоит. Он снимается с решетки, и туда вставляется казанчик. В принципе, у меня есть примитивная дровяная печечка, сделанная из трубы, ну, такая, как у всех, на которую ставится казан. И вот в чем там сложность. Развести максимальный огонь, чтобы перекалить масло, обжарить мясо, лук, морковку. Это элементарно. А вот потом, когда ты кладешь рис, надо жар очень сильно убавить. И вот тогда там трудно, подкладывая какие-то щепочки, следить за тем, чтобы он не остыл совсем и не начал подгорать снизу. Там нет такой ручечки, которую можно прикрутить. Здесь есть. Поэтому я возлагаю большие надежды на эту штуку. Сейчас посмотрим, что получится. Вот Дюймовочка. эта дырка, на мой взгляд, могла быть чуть меньше, потому что казанчик будет не в дырке, а он будет стоять практически на горелках. Вот так. Слушай, а Ну, ты не ну и хочешь ладно. не вынимать эту штуку, а То есть? оставить ее, поставить казан на Нет, нее? нет, 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 нет. Почему? Ну, Ну, может, аргументируй. так со всех сторон будет Давай тепло. спорить. Не будем даже спорить. Так сейчас он у тебя Понеслось. фактически стоит на газу. Угу. Не на газу, заметь, а на защитных этих штуках. Да, и посмотрим, с какой скоростью у нас разойдется курдюк при Давай. температуре. Вот Пусть смотри, греется. она растет. Все еще Она на сейчас будет максимуме. расти. 'Ну, хорошо. А мы опять пойдем отсюда. 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 'Ну, хорошо. А мы опять
Они такие прохладные, их так приятно обнимать на этой жаре. Здесь у нас лук, морковь, мясо. Я за эту вот начальную стадию не волнуюсь совершенно. Меня очень интересует стадия конечная, когда там уже будет рис. Получится ли, что он пропечется равномерно, будет рассыпчатым, мягким, не превратится в кашу. Вот это важно. Сегодня день экспериментов, поэтому не бери близко к сердцу. Еще нет. Нет? Нет. Видишь, тут еще? Ой, ну они красивые. Они очень красивые. Если их потом посолить, ими закусывать водочку, это очень вкусно. На жаре плюс 30 как раз. Самое оно. То, что надо. Впрочем, к вечеру обещают похолодание. О, дотянем. Продержимся. Вот за что я люблю нашего продюсера Николая Николаевича Белыка. Только что сожрал полутки, опять жрать хочет. А лицо вообще ничего не изменилось, да? Это вы сейчас про кого? Да про меня опять. А, Ну, полутки на меня списали. он просто надо мной точно так же шутит. Это, в общем, неприятно. Нормально. Все. Слишком много ест, слишком много пьет. Вот это вот все. Нехорошо. Конечно, это надо было шумовочкой делать. Но... Да, принести? Ну давай принеси. Да я выловлю и так. Шумовочкой, знаешь, и дурак выловит. Чайную ложку хочешь? Угу. Китайские палочки еще очень хорошо. Давай. Зубочистка тоже хорошо, да. Берегись. Давай, отходи, забрызгай это быстро. А, еще один. У тебя даже корочка получился на мясо, видишь? Оно запечатывается. Ну да. Ну что, мясо красивое. Очень, да. Отличное. Лук сейчас горит на такой Ничего температуре. не сгорит, давай. Не Посыпай. понимаю. Ну, в общем же, весь мой эмпирический опыт, как правило, не подводит. Зирвак почти готов. Сейчас его надо посолить, добавить специй. А вот они. Дальше есть несколько вариантов, вернее два. Можно сейчас долить воды, а потом насыпать рис. Можно насыпать рис и потом доливать воду. Более классический вариант. И какой предпочтешь ты? Я насыплю риса, потому что я сейчас не очень себе представляю, сколько его у нас. Я бы досыпала, хуже не будет. Я насыплю, я его досыплю. Запашок. Отлично. Распределяю ее. Угу. Тонким слоем распределяем рис. А вот ты берешь круглый рис. А некоторые люди покупают длинный, наоборот. Ты понимаешь, в чем дело? Узбекский рис, настоящий, ферганский, он круглый. Я купил специальный пловный рис. И он тоже круглый. Ну да. Я могу лить. Лей, я тебе скажу, когда хватит. По кругу, тихонечко. Я отлично лью, Андрей. Хорош. Ну, пока все выглядит достаточно похоже, на самом деле. Ну а что мы быть не похожим? Все то же самое. Газ, температура, казан, рис, ты, я. Так, Инатик, Да. дай-ка мне теперь, пожалуй, что чеснок. Золушка, послушай, крошка. Перенеси мне чеснока немножко. Ну, давай так. Сколько? 3, 4? Да. А сколько их там? 4? Давай 4. Можно я воткну? Можно. Хотя бы один. Можно хоть все 4. Мне хочется очень принять участие, а я не могу. Просто вот не позволяют. Это приятный процесс. Глубже. Я глубже, он всплыл. Не понимаю. Андрей, не критикуй меня так перед людьми. Смотри, он уже набухает. Очень хорошо. Морковь уже разварилась. Инатик, иди за стол. Слушай, а вот ты когда соус мой комментировал, Слушай. я так это не говорила. Все хорошо. И потом, я же не критикую, я интересуюсь.
Может быть, так и должно быть. Может быть. Я-то в плове У меня, понимаю очень мало. у меня самого эксперимент. Ты Ну, видишь, так да? давай дискутировать. Сейчас должна Полемика. выкипеть лишняя вода. И вот сейчас мы рискнем накрыть его крышкой. И сделать предельно небольшую температуру. То есть сейчас она у нас и так небольшая, потому что мы держали крышку открытой довольно долго. Но сейчас она поднимется градусов до 150, и я бы ее на этом зафиксировал. Прибираю вот эти две горелочки. Вот так. И пусть доходят. Ну как? Сейчас попробуем. Угу. Ну, а мне дать попробовать? Я же эксперт. Подуть. Сама. Горячий. Очень. Ты не сможешь такой пробовать. Нет? Ну, Нет. давай, я буду его охлаждать. Ароматно. Мгм. Выключаем. Я думаю, да. Угу. Мясо мягчайшее. Рис рассыпчат, заметьте. Спасибо. Ой, какой от него запах Снов пошел. сохранил упругость, Нет, но я дорогой как мой. раз такой люблю. Так это и хорошо. Да. Он пропекся, но не Мгм. превратился в Без кашу. манжу, А, мне да. нравится каша. В общем, за нас, великих мастеров. Неплохая машина, разрази меня гром. Отлично. Мы вынуждены проститься с вами. Но Всего- ненадолго. Да, Насчет немолодых я бы неделю. поспорил. всего наилучшего. Не соглашаемся с Андреем Владимировичем. Пока. Мы молоды. Да, всегда.